Дорогие друзья, я уже показала ритуал разрушения замков, врагов и недругов. И сказала, что это серия уникальных ритуалов, которые я дарю практикам. Для того, чтобы облегчить их труд, для того, чтобы усилить их работу, чтобы она была более плодотворна для простых людей. Тот ритуал была чистка. Этот ритуал защита. Защита очень сильная. Если ваши защиты, которые вы ставите, через некоторое время ослабевают, поставьте эту защиту человеку. У него никогда не ослабеет она. Попросите его купить замок. Вот такой маленький замочек. Принести вам. Не торгуясь, купить или хотя бы пусть он рассчитает такую сумму, чтобы либо сдачу не брать, либо полностью отдать эту сумму, сколько стоит этот замочек. Берет замок с ключом. Я здесь не буду открывать, закрывать, поскольку я вас учу, потому что это нельзя просто так делать. Я для обучения взяла и показываю. Вот замочек маленький, можно еще меньше, не имеет значения никакого. Приносит человек, приносит белый платок или красный, желательно без каких-нибудь рисунков. Или можно просто отрезок ткани, белый или красный. Вы читаете эту защиту, закрываете замок, отдаете ему в руки. Ключи он должен отнести и выкинуть где-нибудь. Можно в пруд, можно куда подальше. Но ключи должны быть выкинуты. В общем, они должны быть недоступны для этого замка. Замок нужно хранить в таком месте, чтобы никто не взял. Это ради интереса не ковырнул, не открыл. Ну, мало ли, дети могут баловаться. Если откроется, это все-таки опасно. Но можно сразу повторить и снова сделать. Ну, в моей практике еще не было такого, чтобы там открывали, и люди разумные, они прячут, где-то закрывают, и мало ли кто знает, там этот замок где-нибудь под стеной или кирпичом, то есть там никто не ищет. Вот в таком месте закрыть, чтобы это было недоступно для всех, поскольку это защита человека. Это мой ритуал, я думаю, что напоминать не стоит и не нужно, да? Итак, если вы делаете для себя, вы называете свое имя. Если вы делаете защиту по фотографии человека, ложите на фотографии этот замок, закрываетесь сами. Сами делаете всю эту процедуру, выкидываете ключи где-нибудь, замок храните. И на человеке уже защита, вы на его имя начитали, вы закрыли его опасности, его трудности и прочее. Если вы на себя делаете, точно так же называйте свое имя. Я, естественно, назову свое имя, потому что в данный момент я вас учу, показываю, как это делать. Берем ключ и замок, ложим отдельно, замок должен быть открыт, здесь он закрытый пока. Я почему закрыла замок на всякий, чтобы чтобы в данный момент этот ритуал не сработал, потому что если он будет открыт, и я его не закрою, да, это будет нехорошо для меня. Поэтому как учебное пособие с закрытым замком, но вы поняли, что замок должен быть открыт, и ключи должны лежать рядом. После чего замок, значит, завернуть вот в эту красную или белую ткань, хранить где-нибудь в недоступном месте, закрытым, тайным, а ключи выкинуть. Можно хоть где. То, что ключи найдут, это не беда. Это никому не надо и не интересно. Главное, чтобы замок не открыли. О силы великой бездны, о силы великой бездны, я к вам обращаюсь, вы хранители людских тайн, вы всезнающие, вездесущие духи. Я, Инга, властью данной мне тьмой, даю силу заклинанию, оживляю сей замок и его ключ. С благословения сил Вселенной, с их дозволения и благоволения творю великое колдовство. Ты отныне не просто замок, а ты мой зарок, а ты мой помощник, ты мой ключник и хранитель моих тайн. Доверяю тебе замок, великим словом тебя оживляю, страшной властью заклинаю, приказываю тебе исполнить сказанное мной. С этого часу, с этим живым замком я закрываю силу врагов, удачу недругов, опасность от всех и от каждого. Дорогу ко мне власть имущего, дорогу ко мне грабителя, лиходея, все беды и страхи, болезни и катастрофы,
аварии и опасности, все лихие дела и силы. На замок закрываю. Все, что мне навредит, все, что мне помешает, закрываю на замок. Все, что перечислила, замок сей навеки закрываю. И вместе с замком закрываю. Снова перечислите. Ключ отдельно от замка храню. Замок спрячу, как свою тайну. Покуда никто замок сей ключом не откроет, закрытые мной силы и прочих не освободит. Да свершится воля моя истинно. Друзья мои, этот ритуал защиты может помочь человеку избежать тюрьмы, может помочь человеку избежать страшной катастрофы, может помочь человеку избежать ужасных каких-то происшествий в жизни. Этим замком может закрыться его болезнь, которой он опасается. Ведь я перечислила лихие дела, внезапная смерть, опасности. Это все входит сюда. Поэтому, если вы поставите такую защиту человеку, если человека уже очистили, вообще желательно после чисток ставить защиту. Это все равно, что, например, не очищая банку, да, сверху еще налить сок в ту грязь, которая в банке уже была. Всегда желательно после чисток защиту поставить. Просто так защиту ставить нет смысла во многих случаях. Но иногда, если очень сильно нужно, можно, конечно, поставить, если вы чувствуете, что там нет такого страшного негатива, но может случиться. Я вам подарила чистку и защиту. Мы пойдем дальше. Я вам подарю еще много ритуалов, а пока я думаю, что нужно вот это все переварить, понять, осмыслить, переписать и как бы использовать на практике. И, естественно, результаты вас удивят, как и всегда. Удачи вам!